Почти все мультфильмы и мультсериалы, о которых я говорю на своем канале, так или иначе оставили какой-либо отпечаток на меня в детстве. И если Каролину и Аватара я помнил достаточно хорошо, то мультфильм «Труп невесты» был для меня некой темной лошадкой. Я помню, как держал диск этого мультика, и меня уже бросало в дрожь от одного лишь постера. После просмотра его на DVD в свои 10, вероятно, у меня осталось какое-то очень странное ощущение. Мне просто было неприятно смотреть за происходящим. И пересмотрев этот мультфильм в декабре этого года, у меня все еще осталось это чувство. Но это не значит, что мультфильм плохой, вовсе нет. Просто из-за некоторых причин мне сложновато его смотреть. Тем не менее, это проект Тима Бёртона. А значит, нужно быть готовым к неординарным решениям, а также очень интересным идеям и смысловой нагрузке, о чем мы сегодня с вами и поговорим. «Труп невесты» Тима Бёртона — это очень противоречивое произведение. И вот в чем проблема. Я даже не буду говорить о том, что картинка не очень привлекательна, это довольно индивидуально. Да и плюс ко всему, «Труп невесты» — это первый стоп-моушен мультфильм, который объединил в себе покадровую анимацию и компьютерную графику. Дело вот в чем. «Труп невесты» делался абсолютно в то же время, что и «Чарли и шоколадная фабрика». И как над одним, так и над другим проектом работала чуть ли не одна и та же команда. Актеры озвучки, композитор и сам Тим Бёртон. Джонни Депп в своем интервью 2005 года рассказал некоторые очень интересные детали о создании «Трупа невесты». Однажды на съемочной площадке фильма «Чарли и шоколадная фабрика» Тим Бёртон позвал Джонни в свой проект «Труп невесты». Далее, в один из ближайших дней, Джонни вместе с Тимом встретились и придумали весь архетип, мотивацию и историю Виктора за 15 минут. А теперь скажите, возможно ли придумать что-то стоящее за 15 минут? Ну, может быть и возможно, но у них это явно не получилось. Мне кажется, весь мультфильм был как бы сделан наспех, и поэтому он вышел не таким хорошим, каким мог бы выйти. Но да ладно, все не так уж и плохо. Давайте перейдем к самому произведению. События мультфильма проходят в небольшом городке викторианской эпохи. В это время обороты набирало джентльменство, романтизм, а также консервативные ценности. Причем практически все, что характерно для этой эпохи, было продемонстрировано нам в самом мультфильме. И это хорошая черта этого произведения. С первых же секунд нас встречают просто дико серые и мрачные фоны, а ужасные гримасы на лицах прохожих заставляют насторожиться. Общая же атмосфера города только отталкивает, чтобы не появилось ни единого желания здесь оставаться. Сделано это с целью демонстрирования контраста между реальным миром и миром мертвых. Семьи Виктории и Виктора просто отвратительные. Мы сразу же видим их алчность и мерзкость. Виктора и Викторию хотят поженить, хотя они никогда даже не виделись. Все это делается лишь потому, что это выгодно обоим сторонам. Каждая семья ненавидит друг друга, но при этом идет на такой шаг. Виктор не любит свое положение. Видно, что отец с матерью потакают им как угодно. Они не считают его за человека. Да и он сам не выглядит уверенным в себе. Тоже можно сказать и про Викторию. Когда они впервые встречают друг друга, то наивно решают, что им суждено быть вместе. Лишь потому, что они, вероятно, никого в своей жизни больше не встречали. У них не было никаких отношений никогда. И это подтверждается, когда Виктор встречает Эмили. Он ради нее даже готов убить себя. Но об этом чуть позже. Мне кажется, что суть Виктора в том, что он вырос в парадигме того, что он якобы обязан делать все, что бы не пожелали его родители. Что в принципе происходит и в нашем мире в наше время постоянно. Нам говорят еще с малых лет, что нам можно делать, а что нельзя. Нельзя выходить за ворота, нельзя кушать то или это. Нам говорят, в какой университет пойти, кем работать, как жить и так далее. Но это далеко не ограничивается лишь родителями. По большей части, родители Виктора скорее олицетворяют то самое пресловутое общество. Общество, в котором есть свои устои, порой довольно-таки примитивные и не имеющие ничего общего с рациональностью. И если ты решишь пойти по другому пути, чем диктует тебе общество, ты окажешься в числе изгоев и предметов для посмешища. И самое интересное в этом всем, что если ты преуспеешь в этом ином пути, то это же самое общество потом будет восхвалять тебя. С Виктором происходит почти так же, только в его случае он, пойдя по другому пути, нашел совсем другое общество, которое уважает и ценит его таким, какой он есть. Но вот в чем суть. Когда Виктор ничего не делает и терпит свое положение, у него все плохо. Когда он начинает действовать, то он начинает расти, находить ответы на свои вопросы и в целом жить жизнью, которая ему нравится. В этом и заключается основное развитие персонажа, а также одна из смысловых линий мультфильма. Все персонажи этого произведения будто часы, которые живут лишь с целью повторять одни и те же действия до самой смерти. Именно поэтому они выглядят такими унылыми. Кажется, будто бы каждого из них заставляют делать те вещи, которые они не хотят делать. Вы только задумайтесь, в мире живых все мрачные, закрытые, алчные и так далее.
Но существа в мире мертвых, они все веселы, они делают, что хотят, ведь их никто не сковывает, общество их не давит и так далее. В этом мире люди после смерти могут наконец-то стать самими собой. Ведь в мире живых им приходилось вести себя таким образом, чтобы не выглядеть изгоями, и чтобы они могли остаться частью общества. Здесь же они настоящие. Они такие, какими их хотят видеть остальные. Если же говорить про Виктора и Эмили, то в их отношениях можно заметить явную манипуляцию как с одной, так и с другой стороны. Когда Виктор случайно попадает в мир мертвых и берет Эмили в жены, и манипулирует Эмили. Она не хочет его отпускать. Виктор же не хочет там оставаться и пытается ускользнуть, использовав Эмили. Но со временем их отношения развиваются, и они уже не выглядят такими далекими друг от друга. Они становятся будто бы родными людьми. Также в их отношениях можно увидеть параллели с Ромео и Джульеттой Уильяма Шекспира. Например, когда Виктор готов умереть, лишь бы остаться с Эмили на том свете. Точно так же, как Джульетта убила себя с целью увидеться с Ромео в ином мире. Но если в примере с Шекспиром можно поспорить с рациональностью действий Джульетты, то тут все иначе. Виктор знает, что умерев, он будет жить в мире мертвых, и он готов пойти на это ради Эмили. Мне кажется, таким образом Тим Бёртон показывает нам красоту пожертвования. Виктор хочет пожертвовать своей жизнью в реальном мире с целью сделать Эмили счастливой. И мы, как зрители, видим в этом нечто хорошее и прекрасное. И скорее всего многие хотели бы, чтобы так и произошло. Точно такую же жертву делает и Эмили, отпуская и позволяя Виктору быть с Викторией, так как она понимает, что живой не сможет быть с мертвой, о чем, кстати, поется в ее прекрасной песне. И таким образом, она приносит свое счастье в жертву, чтобы Виктор мог жить счастливо. Кстати говоря, подобные художественные сюжеты с браком человека с мертвым довольно распространенное явление на протяжении чуть ли не всей цивилизованной истории человека. А сам сюжет мультфильма был вдохновлен одной еврейской легендой, в подробности которой мы не будем вникать, но если вам интересно, то я оставлю ссылку в описании. В целом, как мне кажется, я описал все хорошие стороны и идеи этого мультфильма. А теперь давайте к плохому. На моменте, когда начинается свадьба Виктора и Эмили, а также Виктории и Лорда Баркиса, я, честно говоря, перестал искать смысл данного произведения, так как мне просто стало неинтересно наблюдать за происходящим. Каждая минута казалась мне получасом, а каждый диалог превращался в унылый. Действия же мульта стали дико клишированными, и я потерял какой-либо интерес к данному произведению. Поэтому скажу так, первые минут 40-50 очень даже хорошие, но остальные полчаса это пытка. Хотя бы лично для меня. Лорд Баркис — это самый типичный злодей из всех возможных. События же после первых 40 минут ничем не лучше. Мультфильм будто бы теряет свой стержень и начинает просто тянуть время ради того, чтобы хоть как-то дотянуть эти несчастные час и 18 минут хронометража. И из-за этого, к сожалению, он не смог продержать тот уровень, который задал в первую половину мультфильма. Как я и говорил, труп невесты мог быть гораздо лучше, чем он вышел по итогу. Мне изначально казалось, что он очень даже неплохой, но концовка показала обратное. И тем не менее, я попытался извлечь наилучшее, что нашел в этом мульте, который Тим Бёртон продемонстрировал в данном произведении. Он в этом мультфильме напомнил нам о том, что нужно быть собой и не пытаться играть под дудку общества, если тебя это не устраивает. Если ты хочешь найти другую работу, давай. Если тебе не нравится твоя специальность, что ж, вперед, найди что-то, что тебе интересно. Ведь кто знает, что там ждет после смерти. Ну, как-то так. Пишите, нравился ли вам этот мультфильм в детстве и каким он вам кажется сейчас. Также ставьте лайки, если видео понравилось, и вы просто хотите поддержать меня и мой канал. Ну а я пошел, еще увидимся.